Всем привет! Я думаю, многие пользователи УШМ, она же болгарка, сталкивались рано или поздно вот с такими недопиленными кругами. И как бы выкидывать их довольно жалко, а пилить по сути не на чем. В моем случае таких кругов накопилось очень много, и этот факт стал причиной для моих размышлений. На самом деле для УШМ даже продаются специальные переходники, проставки, для того, чтобы можно было устанавливать такой диск, отнеся его от корпуса подальше. И немного помучившись, допилить его до конца. Хотя, конечно, я сомневаюсь, что эти переходники задумывались именно для этого. Но когда я узнал на них цену, я сильно удивился. Поэтому решил выточить такой переходник. Но изучив имеющийся инструмент, тут же пришел к выводу, что такие переходники нужны буквально на каждую болгарку, так как резьба на шпинделе у них часто отличается. В итоге, через довольно продолжительное время, я обратил внимание вот на такую болгарку. Продается она на Алиэкспрессе и выглядит, очень смешно. Так и я подумал, что это обыкновенная игрушка. Но позже, увидев цену, все-таки решил попробовать. Если кто не знает, это аккумуляторная УШМ. Диаметр диска здесь 75-85 мм. Если быть точнее, на нее выпускаются вот такие диски и продается она вместе с ними. Здесь маркировка 75 мм и 3 дюйма. Ну и если брать полный комплект, который обычно там продается, то он состоит из двух вот таких аккумуляторов и вот такого набора дисков. Я же эти диски докупил позже, когда понял, что все-таки вот эта штука не такая уж и игрушка. Но по сути, как это часто бывает с китайскими товарами, продается лишь база, а все остальное состоит из очень дешевых компонентов. Например, вот эти аккумуляторы идут емкостью 1500 мА, что в принципе само по себе очень мало. Ну и, конечно, реальная емкость батарей типа 18650, устанавливаемых вовнутрь, еще ниже, чем 1500 мА. Поэтому еще в тот момент, когда мне шла эта болгарка, я обзавелся вот такими аккумуляторами. Я думаю, многие знают эту фирму. Аккумуляторы не дешевые и, как оказалось на практике, слишком емкие для контроллеров, точнее плат балансировки и заряда, которые установлены вот здесь в аккумуляторах. В общем, устанавливать можно и куда попроще. В данный момент в одном из этих аккумуляторов у меня уже установлен такой комплект, ну и осталось поставить второй, над чем я раздумываю, так как емкость явно избыточная. Корпуса аккумуляторов беспроблемно разбираются. Здесь есть только 3 защелки по каждой стороне. Если их отщелкнуть, то происходит вот так. И вот уже нам доступна внутренняя часть аккумулятора. Ну а вот так выглядит стандартная батарея. Ее я еще не трогал. Вот та самая плата балансировки, которая установлена здесь. По сути, при замене аккумуляторов выяснилось, что максимальный нагрев как раз идет от этой платы. Скорее всего, она рассчитана на довольно небольшой ток, для вот таких батарей, которые здесь установлены. Соответственно, эта плата ограничивает ток, потребляемый болгаркой. А болгарка, как утверждают производители, мощностью около 500 Вт. Я, конечно, им полностью не доверяю, но могу сказать, что мощность у нее очень приличная. И ограничивается она именно аккумулятором, так как после замены аккумуляторных батарей, как шпиндель уходил в защиту периодически при перегрузке, так и уходит. Кроме того факта, что длительность работы значительно увеличилась.
Интересно то, что вот такой корпус, даже в комплекте вместе с платой, ну, либо отдельно от платы, на это тоже надо обращать внимание при заказе, продается отдельно на Алиэкспрессе, стоимость его в районе 250 рублей, что в принципе недорого. И можно без проблем собрать себе дополнительный аккумулятор. То есть, если в планах есть замена вот такая же, как у меня, то можно сразу же обойтись заказом инструмента с одним аккумулятором, либо вообще без него. Ну, тогда просто придется долго ждать, потому что такие комплектации, как правило, отправляются из самого Китая. Я же все это, так сказать, ощупывал постепенно. Сначала заказал болгарку, потом понял, что она неплохо пилит. Решил заказать еще и диск. Этот диск по дереву, точнее пила, с напойными вставками причем, что меня удивило. Пилит она просто отлично. Но внимательные зрители, наверное, уже посчитали, что в моем случае аккумуляторов 3. Но я при этом не заказывал дополнительных аккумуляторов и не заказывал дополнительных корпусов. А следовательно, все это потому, что я заказывал вот такой шуруповерт. Судя по всему, является он бывшим гайковертом. Китайцы продают такие версии этого инструмента, потому что у него есть ударный режим. От этого шуруповерт, конечно же, не является перфоратором, но некоторые удары он производит, а значит гайки откручивать им можно. Эта версия шуруповерта со щеточным двигателем, то есть уже, можно сказать, устаревшая. Сейчас продают бесщеточные, но меня заинтересовал именно щеточный, так как он уже, скорее всего, проверенный временем. Ну и, надо сказать, работает он немного по-другому, в отличие от бесщеточного двигателя болгарки. Судя по всему, этот двигатель намного мощнее, потребляет намного больше тока. Ну и, как следствие, аккумулятор нужен более требовательный. Ну а шуруповерт же от родного аккумулятора работает довольно долго. По крайней мере, сколько я его тестировал, заряжал я его всего один раз. Хотя сам по себе этот шуруповерт уже не является таким игрушечным, как болгарка. Ну, если установить в него аккумулятор, то можно увидеть, что он вполне себе серьезный. Да и в руке он сидит уже очень даже не игрушечно. Этот шуруповерт меня удивил чуть ли не больше даже, чем болгарка. У него имеется некий индикатор заряда, светодиодная подсветка и привычный регулятор момента. Основные косяки по нему я выявил в недостатке какого-либо конденсатора, то есть подсветка гаснет моментально. Очень сильно перетянутом механизме ограничения крутящего момента, ну, это тоже косвенно свидетельствует о том, что это, скорее всего, был гайковерт. Ну и патрон не особо удобный, так как его нужно зажимать двумя руками. То есть механизма блокировки шпинделя здесь нет. Быть может, вы даже и не встречали такой блокировки, но я-то его сравниваю с шуруповертом AEG, который стоит сейчас очень даже кругленькую сумму. Самый хлипкий элемент — это вот эта трещотка, изготовлена полностью из пластика. Ну, скорее всего, внутри все-таки металлические элементы имеются. Патрон здесь имеет некий люфт, потому что он является ударным. Кто сталкивался с ударными дрелями, наверное, понимает, то, что при наличии удара всегда имеется некое биение. Но я, выбирая шуруповерт, ориентировался прежде всего на его универсальность, понимая, что никакой точности здесь ожидать не стоит. Ну а самый главный плюс вот этого инструмента, то что стоит он менее 1500 рублей. В комплекте с одним аккумулятором и зарядным устройством. Да за эту сумму чуть ли не каждый год можно покупать себе новый шуруповерт. А по ощущениям, в принципе, свой год он отработает 100%. Ну давайте вернемся к болгарке. Основной доработкой болгарки я занялся практически сразу после ее получения. Проблему составляет поиск вот таких дисков. Ну как поиск? Китайцы, конечно, их продают, но сумма там получается чуть ли не в 3 раза дороже.
чем полноценный 125 круг. Поэтому практически сразу я занялся изготовлением переходника. Ну, еще на тот момент, когда она мне шла, я уже придумывал, как я буду это делать. Эти инструменты являются одним набором, так как могут использовать единый тип аккумуляторов напряжением 12 вольт. Своего рода аналогия с макитовской системой зарядки. Точно такой же инструмент есть еще и на 18 вольт под аккумуляторы Makita. Туда также входит полноценная 125-я болгарка. Она стоит точно так же невеликих денег, но там система аккумуляторов сама по себе довольно дорогая. У меня же цель была приобрести именно мобильный комплект инструментов для домашнего или такого гаражного непрофессионального использования.
Как видите, теперь я использую только недоработанные 125 диски. Я уже успел приобрести для этой болгарки небольшой инструментальный ящик в Leroy, а потом подумал все-таки взять шуруповерт. Теперь у меня все это ютится в этом небольшом инструментальном ящике, но пока успешно помещается. Что шуруповерт, что болгарка комплектовались вот таким зарядником. Зарядник этот очень слабый, всего на 1 ампер. Заряжает родные аккумуляторы в районе 3-4 часов. Ну а переделанные аккумуляторы с установленными вот такими элементами заряжались часов 8, что, конечно же, очень неудобно. Ну и также неудобно, что аккумуляторы для каждой зарядки нужно обязательно снимать, так как разъем находится внутри. Но что-то мне подсказывает, что это сделано для безопасности, чтобы никто не догадался использовать зарядное устройство как блок питания в работе. К минусам болгарки стоит отнести этот никак не защищенный выключатель питания. То есть нет никаких предохранителей и так далее и тому подобное. Обычная болгарка должна быть включена в розетку для того, чтобы запуститься. А это всегда лежит с аккумулятором. И, соответственно, в любой момент ее можно запустить. Производителями или продавцами обещаны аж в районе 19 тысяч оборотов на шпинделе этой болгарки. Я, конечно, могу попытаться их измерить. Есть у меня определенный тахометр, но он должен подключаться механически, а это, скорее всего, снизит обороты и предоставит недостоверную информацию. Поэтому делать я этого даже не стал. Но опять же, что хорошо в плане безопасности, то что шпиндель после выключения останавливается моментально. Он не вращается, как на обычной болгарке. Защитный кожух, как и на обычных болгарках, умеет подстраиваться под нужный угол. Кожух, кстати, реально защитный. Толщина металла здесь чуть ли не больше, чем у 125. Конечно же, это никакая не реклама. Я всего лишь делюсь тем, что я для себя открыл недавно. Тем, что еще недавно считал совсем несерьезным. Ну и сейчас вдруг изменил свое мнение, попробовав лично. Профессионально использовать такой инструмент спорно, хотя, видя текущие цены на профессиональный инструмент, я думаю, что многие профессионалы уже давно перешли именно на такие вещи, так как их проще раз в 1 или 2 года сменить, чем покупать инструмент от именитых брендов, решать и выбирать, пользоваться таким инструментом или нет, нужно вам. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. До свидания.